Привет, друзья, подписчики и просто случайно напоровшиеся на это видео зрители. Меня зовут Олег, я майор полиции в отставке, диссидент и, судя по всему, враг государства путинского. Рад приветствовать вас на моем канале. Война, которую устроил Путин, идет уже 9 месяцев. За это время я, как и вы, наверное, успел понять очень много вещей. Я успел понять, почему режим, который установился в России, так активно преследовал людей с альтернативной точкой зрения в последнее время, особенно перед войной. И почему он избавлялся от критиков, активистов, почему убивал, сажал и выдавливал их из страны. Я успел понять, что всегда был прав насчет пропаганды, когда говорил, что это самая главная проблема и самая серьезная опасность в России для всех нас. Ну, теперь получается не только для всех нас. Я понял, что путинский преступный режим не остановится только лишь на превращении России в Северную Корею. Ведь он представляет теперь реальную угрозу не только для своих собственных граждан, но и для всего мира. А еще я понял, что людей с промытыми или вовсе отсутствующими мозгами в России гораздо больше, чем я ожидал. Дошло до того, что внутри страны опасность этот режим представляет не только для оппозиционно настроенных граждан, но и для вполне лояльных ватников и прочих жертв пропаганды, для тех, кто продолжает служить в системе. Начавшаяся мобилизация не оставила нетронутыми даже эту часть населения. Государство пришло и в их дома, пришло за ними, за их сыновьями, братьями, отцами. А теперь мобилизация коснулась и тех, кто после всего начавшегося в феврале путинского преступления, путинского беспредела, остался служить в МВД. В том числе за теми, кто, разгоняя митинги или занимаясь политическим сыском, думал, что неприкасаем. Сегодня я вновь хочу поговорить о мобилизации, но на этот раз о мобилизации среди сотрудников МВД, которая, несмотря на заявление военного преступника Путина о ее прекращении, только набирает обороты. Ну, а вас я, как обычно, попрошу досмотреть это видео до конца, оно не такое уж и большое. Поставить лайк, поделиться этим видео и подписаться на этот канал, если вы еще, конечно, не сделали этого. Итак, поехали. Несколько дней назад у себя в телеграм-канале, ссылка на который, кстати, есть в описании, я уже сообщал, что в Ярославской области около 400 сотрудников МВД собираются отправить на оккупированные территории Украины. Не так давно эта информация нашла свое подтверждение. Более того, мне стало известно, что уже сейчас, как минимум, 300 полицейских из Ярославля, из этого числа, принуждают ехать на оккупированные Российской Федерацией территории Украины, в так называемые ЛНР и ДНР, которые были незаконно аннексированы в сентябре этого года. Тем сотрудникам, которые отказываются туда ехать, угрожает увольнением и последующим отправлением все в том же направлении, но уже в качестве обычного пушечно-мясового мобилизанта. Другая ситуация с сотрудниками, женщинами. Их так просто не мобилизуешь, и в связи с этим многие сотрудники из числа женщин, сотрудники МВД, заявили о желании уволиться. Самое интересное, что среди сотрудников МВД, как я уже и раньше говорил, большинство ненавидят эту власть, но боятся об этом говорить открыто. Многие тайно сочувствуют оппозиции, но есть и пробитые, так сказать, зомбопатриоты, которые каждый вечер, возвращаясь домой после долгого и тяжелого дня, врубают зомбоящики, с большим желанием потребляют телепомои, а утром идут на работу с заряженными патриотическими батарейками в мозгах. Таких, по крайней мере, при мне было раньше немного. И были времена, когда я даже с ними спорил. Так вот, теперь эта безумная власть добралась и до них. В командировке, например, на Северный Кавказ, где в последние годы было относительно тихо, и так желающих было ехать немного, а тут предлагают ехать фактически на войну с одной единственной опцией в случае отказа – сесть в тюрьму. И уже в эту пятницу, то есть 25 ноября, ярославские менты поедут в Украину. Между прочим, самое интересное и самое смешное, наверное, и самое позорное во всей этой истории то, что
Экипировки, за исключением летней формы одежды, в МВД Ярославской области сейчас попросту нет. И еще скажу пару слов о мобилизации. Ошибочно считать, что объявленная ватным-фюрером мобилизация частичная и что она якобы закончилась. Во-первых, никакая эта мобилизация не частичная, и во-вторых, она совершенно не закончилась. Думаю, что активно вторая волна мобилизации начнется к концу декабря, ну, может быть, началу января. Об этом говорит тот факт, что уже после объявления о якобы окончании мобилизации в МВД спустили списки на эту самую мобилизацию. Списки уволившихся сотрудников возрастом до 45 лет. Ну, а также об этом говорит тот факт, что сотрудников сейчас отправляют в так называемые командировки. Можно ли приравнять командировки к мобилизации? Думаю, что да. Удивительно, но в эти списки попал я, бывший сотрудник полиции, майор полиции в отставке, находящийся, кстати, сейчас в международном розыске за путинским фашистским режимом. Деградация МВД продолжается, и война, благодаря которой растет нагрузка, только ускоряет этот процесс деградации. Как правило, такие списки проходят сначала через руководителей, которым поручено контролировать работу по ним. Ну, теперь я понимаю, как повестки на мобилизацию приходят, например, умершим. В итоге мы все видим, что в МВД действует все та же палочная государственная система, которая работает через жопу. Из тех многих вопросов, что меня интересует, я сейчас хочу озвучить только один. Как эти клоуны из МВД с большими погонами ищут настоящих преступников, если они включают в списки на мобилизацию человека, который находится в международном розыске, и даже не пытаются его оттуда вычеркнуть? Да. Они ведь никого не ищут, они просто сидят на своих задницах, в своих кабинетах и раздают указания в ожидании хорошей отчетности, повышающей показатели срубленных палок. В общем, ничего с момента моего увольнения из МВД там не изменилось. Начальство, как и раньше, больше думает о своем обогащении и развитии собственного бизнеса. О том, как правильно пользоваться мозгом, оно совершенно не думает. Я всегда знал, что палочная система в МВД – это основа всех основ, такая фундаментная плита, что ли, на которой все это МВД сейчас и стоит. Но, обнаружив в этих списках свою фамилию, я понял, что система МВД держится еще и на дебилизме множества руководителей, без которого тебя наверху должным образом, наверное, не оценят и на высокую должность не назначат. Как я и сказал, вторая официальная волна мобилизации, я думаю, начнется до конца этого года, может быть, в начале следующего. Ведь все слишком плохо на фронте у ватного фюрера. Вновь начнется охота на мужиков, которых будут отправлять без амуниции на убой в попытках захватить еще больше чужих территорий и убить еще больше невинных граждан. Кстати, о мужиках. Периодически я вижу ролики, где мобилизованные, скажем так, в кавычках, протестуют. Нет, они не протестуют против развязанной их государством войны, они не протестуют против преступной власти, которая развязала эту самую неоправданную преступную войну и засунула свои грязные руки в их дома, в их семьи, которая тупо отправляет их на убой. Они просто жалуются на то, что их хуево одевают, что им не дают амуницию, их плохо кормят, им нечего есть, им негде спать, им негде срать. Вдумайтесь. Вместо того, чтобы как-то сопротивляться всему этому, они жалуются на то, что их недостаточно обучают и недостаточно снабжают для того, чтобы они, наверное, лучше убивали, лучше захватывали чужие территории. Как это еще понимать? Стрелять, зарядив два рожка и сообразив воображаемого противника на танковом полигоне, воображаемому противнику, все, тра-та-та-та-та. А доходи... Сколько раз? 2 раза на пристрелке и 1 раз на учебно-контрольных стрельбах. 1 раз, молчи. И вместо того, чтобы выйти на настоящий протест, они, как стадо, послушно идут в военкоматы. Может быть, причина в том, что тех, кто готов был протестовать в России, уже не осталось. Такое ощущение, что власти решили перехватить инициативу на корню и заглушить антивоенный протест среди мобилизованных и их родственников, достав из шкафа якобы недовольных снабжением, но поддерживающих войну жен, матерей и прочих родственников, которые жалуются исключительно на недостаточность подготовки для выполнения так называемых боевых задач. И за последние дни, судя по всему, только 2 мобилизованных нашли смелость и мужество
Прямо послать всю эту систему нахер. Отказались ехать на войну, из-за чего были показательно арестованы. Конвой, произвести задержание. Это в любом случае лучше, чем принимать участие в большом путинском преступлении. Поэтому не переставайте сопротивляться, отказывайтесь ехать на эту войну, неоправданную, преступную путинскую войну. Но вернемся к сотрудникам МВД. Надо сказать, хитрый ход со стороны властей. Сотрудники полиции, которые до сих пор не уволились из этой гнилой системы, теперь загнаны в тупик. Уехать из страны сотрудникам МВД нельзя, а если уволишься, то тебя отправят на войну как обычного мобилизованного. Если откажешься туда ехать, то уголовное дело и на зону. Здесь, конечно же, выбор за каждым, но я хочу напомнить вам, сотрудники МВД, которые сейчас стоят перед выбором, ехать или не ехать, что все те территории, на которые вас собираются отправить, присоединены к России незаконно. Это называется аннексия, сопровождающаяся агрессивной войной. Те сотрудники, которые все-таки собираются туда ехать, знайте, что служба в силовых органах на оккупированных в ходе преступной войны территориях будет считаться преступлением, поскольку так называемая охрана общественного порядка – не что иное, как силовое удержание оккупированных территорий. Слушать потом ваши жалобы о том, что у вас не было выбора и о том, что вы ничего не могли с этим сделать, уже никто не будет. Если вы туда поедете, то будьте готовы к тому, что если останетесь в живых, то в будущем предстанете перед судом. Вы не сможете перемещаться по миру, потому что при пересечении границы почти любого государства вы будете, скорее всего, задержаны и предстанете перед судом, даже в Турции. И неважно уже будет, умрет ли, будет ли убит или помещен в тюрьму к тому времени ваш ватный фюрер по фамилии Путин, справедливость настигнет каждого. Вы обречете себя испытывать постоянный страх быть арестованным и осужденным трибуналом, потому что рано или поздно путинскому режиму придет конец, и все те, кто тем или иным образом принимал участие в военных преступлениях, в оккупации чужих территорий, будут преданы суду. Это грязное и позорное клеймо на всю вашу жизнь. Собрались ехать туда, вспомните истории про гитлеровских полицаев во Вторую мировую. Так вот, это уже почти про вас. Именно так вас и будут воспринимать там, куда вы поедете. Поэтому всеми возможными способами избегайте таких командировок. Не забывайте то, для чего вы пришли на службу. Не забывайте про присягу. Ловите настоящих преступников, самые опасные из которых сейчас сидят в Кремле. Будьте с народом. Уж если и идти стабильным ПМом в бой, то только в направлении Кремля. У меня на сегодня все. Не забывайте подписываться также на мой телеграм-канал, ссылка на который в описании. Ну а также переходите на Patreon и становитесь спонсором моего канала. Так вы поможете в его развитии. Ссылка на Patreon, кстати, тоже есть в описании. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет. Putin, иди нахуй. The hand of justice will get you. Just fuck off.